Да, всем привет! Сегодня буду показывать, как запустить NVIDIA Nerf, Instant Nerf на любом компьютере. Вообще, если вы не сталкивались еще с этой библиотекой, это такая штука, которая работает на графических процессорах с CUDA и позволяет получить 3D визуализированное облако точек за секунды с каким-то минимальным количеством изображений. То есть вот 30, 40, и качество получается просто удивительно. Также эта технология, она может использоваться для создания гигапиксельных изображений. Я попробовал, кстати, работает очень хорошо. Здесь есть в процессе установки могут возникнуть несколько проблемных моментов. Я сначала, когда ставил эту библиотеку, мне это заняло несколько часов, но потом мы сейчас поставим, наверное, уже быстро. Я пробовал запускать на компьютере с двумя 1080 и работал как-то плохо. В итоге я остановился на аренде виртуальной машины. По стоимости это получается где-то 300 рублей за 2 часа. С той конфигурацией, которую я выбрал. В первую очередь, если вы будете запускать в облаке, то вам нужно пополнить баланс, можно закинуть там 1000 рублей, например. Достаточно удобно то, что сейчас, кстати, у меня запущена еще старая виртуальная машина. Сейчас я ее восстановлю. Достаточно удобно, что вы можете... Здесь как бы такая система, то что вы платите отдельно за рабочую машину виртуальную, отдельно за жесткий диск, условно говоря. То есть, если у вас в фоне вы не удалили копию вашего рабочего сеанса, то все это сохранится на SSD. Это получается что-то в районе 1400 рублей в месяц, да, если достаточно интересно, извиняюсь, то, что вы можете делать снимки томов, из которых потом разворачивать виртуальную машину уже с теми файлами, которые у вас были. Я сразу покажу, как это сделать. Вы можете потом перемотать. На самом деле просто вы переходите в снимки томов и нажимаете «Создать виртуальную машину». Выбираем RTX 3090. Здесь мы можем выбрать конфигурацию, которая нас интересует. Я выбрал вот такую вот. Этого вполне хватает. Получается 70 рублей в час плюс предустановленная. Но, в принципе, вот здесь вот нужно выбрать Windows сервер и предустановленный CUDA. Давайте я в этот раз попробую прям поработать с этой же CUDA, потому что там, я посмотрел, немного отличаются пути. В общем-то, все, что здесь еще нужно. И здесь, ну да, вот лучше поставить SSD, быстрее работает. Хотя не принципиально. Вот здесь можно посмотреть, да, 80 рублей в час с SSD. Ну, в общем, лучше выбрать SSD, не принципиально важно. И дальше нажимаем кнопочку «Создать». То есть первый раз, когда создается виртуальная машина, она... Да, и ну вот здесь вот выберите то, что... То есть, там, в принципе, один вариант только. Она создается какое-то время, минут 5, наверное. То есть все это работает через удаленный рабочий стол Windows. Ну и давайте назовем, да, действительно, Nerf. Значит,
Виртуальная машина, которую мы сейчас арендовали, она будет работать через удаленный рабочий стол Windows. То есть сейчас нам здесь вот покажут адрес, IP-адрес, по которому мы законнектимся, и пароль. То есть это, наверное, где-то будет готово через минуты 3, где-то вот так вот. То есть, IP-адрес появился, сейчас пароль еще. Сразу покажу. В процессе работы вам не нужно ничего нажимать, у вас потом останется как бы копия тома. Да? Ну, тома это у нас получается те рабочие файлы, которые у вас были созданы. Так, пароль не готов. Сейчас давайте еще перезапустим, посмотрим. И еще по снимкам тома. То есть, чтобы создать из этого снимка, то есть, когда вы уже поставите все библиотеки, подключите там все рабочие среды, то потом, чтобы создать виртуальную машину, просто нажимаете сюда. Она предложит ту же конфигурацию, которая у вас была настроена. И здесь, в общем-то, нужно будет нажать только сюда и создать. То же самое, мы просто сейчас создаем с нуля, потому что я хочу показать, как это все настраивается. То же самое появится IP-адрес. Далее мы идем в строку поиска и вбиваем подключение к удаленному рабочему столу. Сюда вбиваем наш адрес, отсюда вот адреса, и ждем пароль. Сейчас это, кстати, зря нажал, сейчас пароль еще не готов. Пользователь сразу вбиваем админ только. И с виртуальной машины ждем пароль. Ну вот, наконец-то наш пароль готов. Адрес мы скопировали. Пароль мы нажимаем показать сюда. Вот наш пароль. Вставить, запомнить. Да. Вот, наконец начинается рабочий сеанс на удаленном компьютере. Здесь удобно тем, что уже поставлена Visual Studio. То есть Visual Studio нам ставить не нужно. И также поставлена CUDA. Я скопирую сюда все файлы, которые нужно использовать. Они у меня на Яндекс.Диске. Сейчас один момент. Для того, чтобы скопировать файлы, мы можем просто их вот так вот выделить. Сюда просто нажимаем копировать. А сюда вставить на рабочий стол. Начнем настройку. Идем в наши на диск C. Здесь создаем папку. Сюда будем складывать все рабочие файлы, компилировать проект и так далее. Один важный момент, который нужно делать перед компиляцией кода в Visual C, вот по этому мануалу мы смотрим, какая у нас видеокарта, и сразу в
переменной среды поставим значение нашей карты. Это прям критически важный момент, потому что если вы не поставите, у вас будет все работать очень медленно. То есть сразу поставим, и при компиляции кода в Visual Studio будет правильно компилировать код. Для этого мы копируем вот это вот поле. Здесь даны все самые распространенные модели карт SCUDA. Если у вас 1080 ставится 61, в нашем случае 3090 ставим 86. Копируем это прямо отсюда. Переменные среды. Здесь создаем вот это вот значение. Ctrl-V. Ставим 81. 81 это значение, номер архитектуры нашей карты. Все. Поставили. Вот, ой, 81 говорю. 86, все правильно. Сейчас поменяем. Меняем на 86. Окей. Теперь код будет компилироваться именно под эту видеокарту. С Optix такая ситуация, то что если вы будете при регистрации указывать вашу страну как Россия, у вас ничего не скачается. Будет написано, что из-за санкций нет возможности это скачать, так что при регистрации указываем любую страну, кроме России. Ну, или можете взять просто тот же дистрибутив с Яндекс.Диска. Сначала нужно проверить, какая версия CUDA у вас установлена. Для этого заходим в 11.7. Так, 11.7. Да, CUDA установлено. Вот это вот Anaconda. В общем, ставим тут все, что в папке. Самое главное поставить еще Optix. Ставим Git. Получается, здесь на виртуальной машине уже поставлен Visual Studio 19 Pro версия. То есть вот это вот, наверное, не ставим. И CUDA тоже, если вы ставите именно на этой виртуальной машине, то ставим. Не ставим. Еще нужно будет поставить, самое главное, CMake. Прям по порядку. То, что в папке. Самое главное поставить Optix. Дальше запускаем Git. Нам нужно перейти в каталог, который мы создали. Сюда вот nerf. Нажимаем, пишем SDI. И начинаем копировать файлы из репозитория. Копировать. Вставить. Сейчас он будет выкачивать код.
Потом он создаст основную директорию проекта instant ngp, в которой, собственно, и мы будем компилировать код. Да, я опирался вот при установке на мануал вот этого человека. Здесь все подробно, если вы будете ставить, показано. Добавляем переменные среды. Создать. И смотрим, куда поставился Optics. Копируем путь. Вставить. Окей. Получается, где? Вот мы заходим на диск C, папку, которую мы создали для проекта, каталог. И сейчас здесь будем задавать папку build. Вот он скачал все необходимые библиотеки. Теперь закрываем копируем вот этот вот. Закрыть. Теперь переходим в Visual Studio. Важная вещь перед компиляцией. Нужно с этого, пожалуй, начать. Здесь предустановленная версия CUDA, она чуть-чуть другая, чем вот здесь вот указано. Переходим, получается, в диск C, Program Files, NVIDIA GPU Computing Tool, CUDA и версия 1. Здесь тоже другая, но это не принципиально. Extras, Visual Studio Integration и целиком файл из этой папки. Нажимаем копировать. Копируем сюда вот, то есть открываем еще одну папку. Program Files x86, Visual Studio 19, Professional. Дальше у нас Build, Microsoft, PC, 160, Build Customization и копируем сюда. Здесь уже какие-то есть, но не знаю, лучше заменить, потому что инструкция так. И теперь запускаем Developer Command Prompt for Visual Studio. Нам нужно перейти в категорию, где у нас скачалась библиотека. Для этого можем сразу написать, скопировать адрес вот здесь вот. Пишем SD, чтение каталога. Мы можем проверить, написав dir, он сейчас выдаст все файлы, которые есть. Dir — это читать директорию. И запускаем
Так, ну вроде мы возвращаемся в командную строку для Visual Studio. Вот то, что мы ставили в самом начале, это прям очень важно сделать перед этим моментом, то есть прописать в переменных среды, то, что, с чего мы начали, вот это вот это, и здесь 86, потому что, сколько я не пробовал, если делаешь это до компиляции кода в Visual Studio, программа начинает работать медленно, то есть запускается под какие-то непонятные сборки, то есть автоматически она не детектится. Вот на уровне 52 вот она работает, если не поставить вот это вот. Дальше мы запускаем требует какого-то времени, не очень долго. Вот, видите, архитектура она обнаружилась здесь, 86, то, что мы прописывали. Если будет 57 или какое-то другое значение, значит у вас будет работать очень медленно. Ну, у меня почти не заработало перед компиляцией, если ничего не менять. Так, ну все успешно. Следующий код. Давайте пока код компилируется, скачаем вот эту вот библиотеку CoolMap. Она есть в файлах на Яндекс.Диске. Нажимаем копировать. Идем в наш рабочий проект. Nerf Instant NGP. Копируем целиком сюда эту папку. И прописываем тоже в переменных среды, где у нас эта библиотека хранится. То есть буквально делаем вот так вот. Копировать. Опять идем в переменные среды. Здесь, в отличие, не создаем здесь, а здесь вот есть такая вкладка, называется Path, пути. Нажимаем изменить, создать, копируем вот сюда вот полный адрес, да, CoolMap. Окей, окей. Давайте проверим баланс. Ну, это еще где-то на 4 часа работы получается. Теперь мы можем закрыть Visual Studio. Если у нас получилось все нормально, то в нашей рабочей папке появится папка Build. Теперь, собственно, осталось совсем чуть-чуть. Запускаем Anaconda. Переходим в наш рабочий каталог проекта Instant NGP. Пишем SD, прочитать файлы. Проверяем. Да, мы в этом каталоге. И теперь сейчас он тоже будет компилировать код. Это тоже порядка 5-10 минут. Идем на Яндекс.Диск и копируем вот этот вот файл
в instant ngp, в нашу рабочую папку. Из успешно. Теперь мы установим вот этот файл, который мы скопировали сейчас. И, в общем-то, на этом все. И откроем для проверки файлы проектов. Ну, в общем-то, все готово. Теперь, если, ну, в общем, код он целиком скопирован, теперь вы можете открывать в любой момент рабочий проект вот так вот. То есть выбиваете анаконду, переходим в рабочую директорию, пишем sd. Вот, и, в общем-то, теперь мы можем запускать, давайте запустим тестовые сцены, которые здесь предложены. Одна из тестовых сцен — это вот это вот. Вот, но все запустилось успешно. Модель начала обучаться. Здесь, в общем-то, все интуитивно понятно. Единственное, если вы не хотите, чтобы качество сбрасывалось, нужно отключить Dynamic Resolution и подождать пару минут, пока вот эта модель, она обучится. Вот эта фотография, она получена, вот эта 3D-модель получена из 40 фотографий. Из полезных опций здесь есть: можно ограничить регион расчета. Если у вас не 3090 какая-то младшая карта, то желательно нажать Stop Training, тогда будет работать все быстрее. Но в облаке здесь работает все быстро. Давайте попробуем. И получается вот этот вот сет, да, он у нас все файлы, они в дата, то есть вот переходим в Nerf, Fox, то есть вот все наши картинки. По которым обучалась эта модель. И для того, чтобы как бы выровнять изображение, нам нужно посмотрим, как сделать выравнивание. То есть вот переходим в рабочий проект Instant NGP, Data, и сюда копируем. У меня вот такой набор данных. Это машина. Сейчас открыть с помощью. В общем, здесь порядка 40 фотографий. Сейчас вот просто покажу, как это работает. Сюда в корневую директорию кладете картинки. Дальше, для того, чтобы их выровнять, то есть
в процессе выравнивания в корневой директории создается скрипт transform.json. Сейчас посмотрим, как это делается. Прописываем в первой части путь до этого скрипта. Здесь ошибка, 2 раза повторился instant ngp. Удалю лишнее. Остановим OpenCV Python, иначе будет появляться ошибка. Невозможно найти модуль CV2. Сейчас. Так, еще раз проверим. Так, я думаю, ошибка была в этом. Сейчас. Угу. Теперь нужно скопировать структуру файлов вот так вот. Сейчас покажу. Переходим в папку data. Здесь вот наш RAF. Внутри RAF создаем папку data. Опять. И внутри новую папку, которая будет называться RAF. Эти изображения мы копируем. Сюда, в конец. А сюда вот копируем файл transforms, который у нас как раз получился, ну вот результаты выравнивания. Копировать. Data, RAF. И сюда вот, то есть data, RAF. И теперь можем посмотреть, как получилось выравнивание, собственно. Все получилось успешно. Включим динамическое разрешение. Сейчас будет, качество нарастать. Это как раз те 40 фото, из которых получилась эта 3D-модель. Здесь можно ограничить рамки просчета. Это общее. И можно отдельно ограничивать вот этот вот бокс вот здесь. А не вру. Reset.
Все лишнее мы отрезаем. Файлы выравнивания можно сохранять, чтобы не начинать заново. Нажимаем Stop Training. И здесь можно сохранить, либо сделать 3D-модель из этого, либо сохранить облако точек. Ну, облако точек я пока не очень понимаю, как правильно экспортировать.